Добрый день. Хочу сделать обзор кемпинга Гераклея. Такая вывеска с телефоном. Рядом с кемпингом есть стояночка. Чуть-чуть дальше кафе Гурия. Брали там мясо, покупали в прошлом году. В этом году еще не успели. Мясо достойное. И сразу вот такой вход. Лесенка. Кемпинг Гераклея. На самом деле ступеньки удобные, хорошие. Сразу начинается вот такой вид на бухту Ласпы. Это гостиница, по-моему, называется Бухта Мечты. Без пляжа, правда. Пытаются сделать вот там вдалеке искусственный пляж. Разговаривать много не хочу. Хочу показать просто природу и сам путь, как это происходит. Вот тут еще одна калиточка с телефоном. Можете позвонить, спросить условия проживания. Здесь площадка для отдыха и лестница спускается вниз. Внизу вы видите синяя крыша, это кафе. Там морепродукты и вот там вдалеке маленький пляж. Видите, что людей немного на пляже. И здесь есть вот такой причал, люди плавают вокруг камней. Камней ныряют, очень интересное место. Здесь еще вот вход, ступенечки. В начале лагеря есть домики неизвестного строителя. Все очень хорошо убирается. Каждое утро наводится порядок. И вот мы вошли уже в сам кемпинг. Кемпинг находится в зарослях. Я забыл, как называется это дерево. Скажите, сейчас вспомню. Туи. Тут здесь вокруг туи. Запах туи. И есть немного можжевельника. Когда мы зайдем в другой кемпинг, который начинается после этого, мы вам покажем, там можжевельника чуть-чуть больше. Звук цикад. Вот такая вот зона. Вот здесь приезжала молодежь с гитарами и отдыхала прямо в этой зоне. Под навесом. Очень уютненько. Есть мусорники, которые тоже каждое утро и вечер по наполняемости всегда убираются. Здесь еще вот такая зона. Сейчас только выехали люди и ожидается новый заход туристов, которым нравится отдыхать на природе. Не в номерах, не в лоне цивилизации, в котором мы проживаем каждый день в течение года, а именно с выездом на природу. Вот такая зона камней. Здесь вот отдыхают две семьи. Они поставили свой душ, свой туалет. Хотя имеется здесь и душ, и туалет. Чуть-чуть дальше там еще есть зона для отдыха со своей площадочкой. И дальше идут вот так. Не буду сильно снимать, потому что все-таки живут люди. Сейчас они, наверное, на море. Вот такой быт
туриста, которые любят природу. Здесь еще одна зона. Каждый устраивает быт в меру своих желаний, возможностей. Дорожки все очень уже давно вытоптано количеством людей, которые здесь отдыхают. Около палаток есть вот такие выходы к морю, где можно пройти и посмотреть на бухту. Можно поставить стульчики и попить кофе утром. Вот такой вот вид этой бухты. Сделан маленький пирс с лесенкой, выход к морю. Очень удобно, никогда нету столпотворений. Сейчас 5 часов и вот столько людей, хотя в лагере живет достаточное количество людей. Такой скромный быт отдыхающих. Там просто много этого, понимаешь? Еще зона, немного выше тоже есть палаточки. Вот такой спуск к морю. Вот такая лесенка. Очень удобная, ступенек немного. На видео может показаться, что ступенек много. На самом деле нет. Маленькая зарядочка для спуска перед купанием и хорошая зарядочка после купания. Лишние калории сжечь никогда не помешает. Здесь есть вот такая вот качелька. Зона отдыха, на которую можно присесть и полюбоваться видом. Видна бухта. Я думаю, достаточно я вас покачал. И здесь же рядом с качелькой находится магазин. Магазин, здесь бывает администрация. Это вот кухонная зона. Но готовить самим нельзя. Можно только заказывать завтраки и ужины. Есть морозильная камера, вот, и есть холодильник. Пользоваться холодильным оборудованием стоит 100 рублей в сутки. Есть еще зона зарядки. Можно зарядить свои гаджеты, телефоны. Это входит в оплату, с которой вы договоритесь. Здесь, вот я вам показываю, бесплатный Wi-Fi. И вот маршруты, которыми можно воспользоваться, отдыхая здесь. Продолжим путь. Гераклея почти закончилась. И сейчас мы будем заходить в кемпинг Имбирь. Осталось совсем чуть-чуть Гераклеи. Здесь вот еще есть вот такая зона. Посмотрите, прям столы стоят с видом на море. Здесь приехали очень культурные десантники, крымчане. 2 суток отдыхали, очень вежливо себя вели, культурно, очень было приятно. И вот мы входим, после кухни еще одна зона палаток. Вот здесь имеются душевые кабинки и умывальники для гигиены.
И вот уже указатель на базу «Имбирь». Вот такие душевые кабинки. На самом деле в Крыму настолько атмосферная природа и вода, море, что я стараюсь не обмываться. Соленая вода уже было замечено в прошлом году, папилломы вылечивает, бородавки, если у кого есть на теле. Вода соответствует 0,9% хлорид натрию. Это физраствор, который колят нам в больнице для очищения крови. Этот физраствор здесь в размере Черного моря. На самом деле на Черном море разные бывают, разный состав воды. Вот такая зона в кемпинге «Имбирь». Здесь надо заказывать, просто так сюда не приедете, надо заказывать. Ребята, мы спрашивали, добрый день, заказывают палатки здесь. Здесь чуть-чуть подороже, чем... Нет, я вас не снимаю. Я потом запикселю. Здесь чуть-чуть дороже, чем в Гераклее. Но здесь показывают фильмы, потом делают обеды. Здесь есть вот такая вот кухонная зона, которой все пользуются. Вот, тоже написана цена. Стиральная машина. Здесь есть вот такая общего пользования кухонная зона. Довольно-таки уютно, приятно сделано, молодцы. Все это вот рядом находится вот такая скала, там вот веревочка, что-то поднимают, не знаю что, потому что живем в Гераклее, довольствуемся Гераклеей, вот второй год мы там находимся и очень довольны. Это вот там водичка, наверное, стекает для душевых, наполняют ее, палаточки вот такие атмосферненькие. Это душевые кабины кемпинга «Имбирь». Это умывальники. Около такого камушка атмосферного находятся. И здесь вот такая база основная. Это тоже относится к «Имбирю»? Это Гераклея тоже? А «Имбирь», значит, вот такая маленькая, что мы вам показали. А сейчас мы вошли в очередную базу Гераклеи. Вот так атмосферно, красиво, здорово. Все находится, по кругу стоят палаточки. Вот так. Вот такой есть выход к морю. Котейка. Котов тут очень много. Котов, кошек. Не знаю, живут, наверное, сами по себе. Никто за ними не ухаживает. И вот такой здесь, на этой стороне, получается, Гераклею разделяет лагерь «Имбирь». Там несколько палаток. И вот такой тоже у них выход к морю. Людей вы видите, сколько людей. На самом деле палатки почти все заняты. В пятницу, конечно, будут заняты больше, но людей очень мало. Очень приятно купаться. Очень чистая вода. Очень. А мы пройдем дальше. Дальше по лагерю.
Есть вот такая зона. Вот вы видите за ВДВ, как ребята отдыхали. Вот они, палаточки по кругу. И все в лесу, в тени. Кому хоть чуть-чуть попадает солнышко, натягивают тенты вот такие дешевые для овощей, закрытие овощей от солнца. Они вот сельскохозяйственные. Такая есть лесенка. Выход из этого лагеря. Тоже на дорогу можно выйти. Но мы не будем выходить на дорогу. Мы сейчас будем спускаться. Там еще дальше тоже есть палатки. Предположительно, очень похоже, как на реабилитационный центр. Да, вот еще те палаточки уже будут принадлежать имбирю. Имбирь настилы и тоже влево есть. Эта дорожка уходит у нас вверх, а мы пойдем вниз. Вот по этой тропиночке. Посмотрим, что там у нас находится. Вот такой вид. Вид шикарный. Я объездил много мест в Крыму, но атмосфера этого места поражает. Вот тут тоже зона для компании. Здорово, с навесиком, со столиком. И вот так продолжаются палаточки. Тоже вот такая вот зона. Здорово, очень здорово. Надеюсь, если будет такая возможность, здесь свет, вот несмотря на каком мы удалении уже от лагеря, и вот провод, протянут свет, и всю ночь горит свет, не выключают. А это вот палаточка отшельника, одна стоит около моря. Представляете, как здорово. Здесь проходит тропа вот через такие два камня огромные. И через них идет расщелина. Вот так можно пройти. Кто-то может найти здесь сказочные пейзажи и воспоминания с детских сказок. Ковыль. Ковыль растет. Чуть-чуть совсем, но приятно, щекочут ноги. А мы продолжаем свое движение. На самом деле администрация имбиря и Гераклея очень дружат. Они там, когда приедете или по телефону, можете позвонить. И любое вами выбранное место можно обсудить, стоимость, сколько будет стоить. И в том, и в другом месте. Вот тут уже на самом деле уже сама тропинка не очень безопасная. Есть вот такой крутой склон, не огорожен. Скажите, за язык заплелся. Ограды никакой нету. Поэтому можно, конечно, если принимать алкоголь, можно и оступиться. Вид, конечно, очень здоровский. Вот подиум, можно поставить огромную палатку или столы со стульями, с компанией по кругу палатки. И вот отдыхать в таком чудесном месте. Просто замечательно. Иду и не знаю, куда смотреть. В телефон, снимая вам видео, или самостоятельно любоваться всей красотой этой. Потрясающие виды, потрясающая вода. Вчера было такое серьезное волнение на море, не шторм, но волнение хорошее. Вода осталась кристально чисто. Единственное, что вот
при погружении я погружался, чуть-чуть муть видна, чуть-чуть. А если смотришь с берега, то вода осталась чистой. Вот такие вот огромные тут туи. Дубы есть. Дубы маленькие, потому что природа тяжелая для роста. Осенние и весенние штормы и ветра дают о себе знать. Некоторые деревья поломаны. И вот мы добрались до конца этого лагеря. И сейчас я прям подведу. Вот последняя палаточка стоит, зона отдыха сделана. И мы дошли вот по такой тропинке. Мы дошли до забора. Забор. За забором не знаю, что находится. И мне не интересно. Гостиница или еще что-то. Мне интересна сама природа. Отгорожена здесь вот такой вот слабенький заборчик. Чисто символический, хотя и сделан из колючей проволоки. Ну, если при желании легко преодолеть, значит ничего серьезного не находится. Вот дальше еще есть бухта. Это тоже продолжение бухты Ласпи. Там тоже есть отдыхающие. У нас друзья здесь прожили 2 года. И говорили, вот они приезжали нам в Гераклею в гости. Им очень понравилось. И говорят, можно ничего не искать. Пользуйтесь тем, что имеете. Очень здорово. Вот такой вид. На этом мы прощаемся с вами. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Хорошего всем отдыха и славных впечатлений. До свидания.